феврале 2017 года немецкое исследовательское судно встало в море Амундсена у западного берега Антарктиды. Место было выбрано так, чтобы туда не хотелось приезжать никому. Слева ледник Пайн-Айленд, справа плавучие горы льда, под килем сотни метров воды такой холодной, что она обжигает. С борта на дно опустили буровую установку. Она встала на грунт, уперлась в него 3 лапами и начала вгрызаться вниз. 946 метров ниже морского дна. Это глубже, чем высота любого небоскреба, который ты видел. Когда трубу подняли на палубу и вскрыли, внутри был не камень, внутри была почва. Обычная лесная почва, буровато-серая, из тонкого ила и глины. А в ней, целая и нетронутая, лежала сеть корней. Не обломки, не отпечатки. Настоящие корни, вросшие друг в друга, длиной около 3 метров. Рядом пыльца и споры. Позже насчитают 65 разных типов растений. Под микроскопом у некоторых будут видны отдельные клетки, как будто дерево вынули из земли на прошлой неделе. Этой почве 90 миллионов лет. Там, где сегодня самый холодный берег планеты, стоял лес. И вот теперь та самая деталь, ради которой стоит остаться. Ты сейчас наверняка подумал, что все понятно, что тогда Антарктида просто лежала где-то севернее в тепле, а потом уехала на юг и замерзла. Так объясняют почти везде. Так вот, это неправда. Ученые восстановили, где именно находилось это место 90 миллионов лет назад. 82 градуса южной широты, практически там же, где оно лежит сейчас. Материк никуда не уезжал. Лес рос на полюсе. В прошлом фильме мы с тобой разбирались, как динозавры получили планету и выяснили неприятную вещь. Они получили ее не за силу и не за совершенство. Их спасло то, что они умели переносить холод и зимовать в полярных лесах, пока их огромные конкуренты замерзали. Тогда я обещал тебе показать один из этих лесов. Сегодня выполняю обещание. Только это будет не просто экскурсия по красивому исчезнувшему месту. Это будет расследование, потому что у этой истории есть подозреваемый, и его обвиняют напрасно. Вот главный вопрос сегодняшнего фильма. Если Антарктида стояла на Южном полюсе уже тогда, и на ней все равно рос теплый дождевой лес, то что ее заморозило? Само собой напрашивается ответ. Полюс. Она на полюсе, поэтому там лед. Это кажется таким же очевидным, как то, что камень падает вниз. Проблема в том, что керн со дна моря Амундсена этот ответ разрушает. Полюс был на месте. Полярная ночь была на месте. 4 месяца в году солнце там вообще не поднималось над горизонтом. И при этом среднегодовая температура держалась около 12 градусов тепла. Это как в современной Северной Италии, с реками, с болотами, с папоротниками по пояс. Значит, полюс сам по себе никого не морозит. Значит, дело в чем-то другом. И это другое сегодня придется найти. Если тебе нравится, когда фильм не пересказывает известное, а ведет следствие, подпишись на канал прямо сейчас. Так ты не потеряешь нас в ленте, а нам это очень помогает. Чтобы понять, насколько странное место мы сейчас откроем, надо на секунду представить, что такое полярная ночь для растения. Дерево живет солнцем. Оно берет свет, углекислый газ и воду и делает из них себя. Убери свет, и дерево перестает есть. Не на час и не на неделю, на 4 месяца подряд. В нашем мире это означает конец. Поэтому за полярным кругом сегодня нет ни одного настоящего леса. Там есть мох, лишайник, стелющаяся карликовая ива по щиколотку и все. А теперь смотри, что было на месте нашего керна 90 миллионов лет назад. Теплый дождливый берег. Реки лениво тащат ил к морю. Земля пропитана водой, под ногами торфяное болото. Из него поднимаются высокие хвойные деревья, родня современных араукарий и подокарпов, тех самых, что сегодня растут в Новой Зеландии и Чили. Между ними густой подлесок из древовидных папоротников. Ниже стелется ковер из мхов и печеночников. И среди всего этого уже пробиваются первые цветковые растения. Молодая, наглая, недавно появившаяся группа, которая через несколько десятков миллионов лет захватит всю планету. Здесь тепло. Летом воздух прогревается примерно до 19 градусов. В реках вода около 20. Дожди идут постоянно, больше 1000 миллиметров в год. Мороза не бывает вовсе. И 4 месяца в году над всем этим стоит темнота.
Как лес это переживал, до сих пор не до конца понятно. Скорее всего, деревья уходили в глубокий покой, как наши северные растения зимой, только не от холода, а от темноты, и жили эти месяцы на запасах, накопленных за долгий полярный день. Ведь летом там была обратная крайность. Солнце не садилось вообще, и лес получал столько света, сколько нашим лесам умеренной полосы и не снилось. Мир, где полгода не выключают свет, а полгода не включают, и жизнь приспособилась даже к этому. Кстати, вот тебе способ проверить эти слова самому, не выходя из дома. У деревьев есть годичные кольца, и по ним читают, как дереву жилось. Широкое кольцо – это сытый год, узкое – это тяжелый. Так вот, у ископаемой антарктической древесины кольца широкие и при этом резко очерченные. Широкие потому, что летом света было в избытке и дерево росло взахлеб. А резкая граница между кольцами – это след того самого момента, когда солнце уходило за горизонт на 4 месяца и рост обрывался разом, а не сходил на нет постепенно, как у наших деревьев осенью. Дерево само записало свой странный календарь, и мы его прочитали. И еще одна деталь, чтобы ты почувствовал, насколько все это было не похоже на современную Антарктиду. Там, где сегодня на всем материке нет ни одного дерева и живут 2 вида цветковых растений, оба размером с пучок травы, 90 миллионов лет назад стоял лес, по видовому богатству сопоставимый с сегодняшними лесами Новой Зеландии. Но чтобы такое вообще стало возможным, атмосфера над этим лесом должна была быть совсем другой. Запомни эту мысль. Через несколько минут она окажется ключом ко всему. Лес без обитателей – это декорация, так что давай населим его. Начнем даже раньше нашего Керна. За 100 с лишним миллионов лет до него, в ранней Юре, Антарктида уже была покрыта растительностью. И в 1990 году на склоне горы Киркпатрик в трансантарктических горах на высоте около 4 километров из промерзшей породы достали череп. Он принадлежал хищнику длиной 6 или 7 метров и весом под полтонны. У него была узкая зубастая пасть и совершенно нелепая деталь. Прямо над глазами, поперек черепа, торчал костяной гребень, гофрированный, похожий на веер. Ни у одного другого хищного динозавра планеты такого нет. Его назвали криолофозавр, что значит ящер с холодным гребнем. Запомни это имя. Первый хищный динозавр, официально описанный с Антарктиды. А между собой палеонтологи почти сразу прозвали его элвизавром, потому что гребень над его глазами выглядит как знаменитый кок Элвиса Пресли. Наука иногда бывает смешной. Но подумай, что означает эта находка сама по себе. Чтобы прокормить хищника весом в полтонны, нужна пищевая пирамида под ним. Нужны стада растительноядных, а под ними густая изобильная растительность. Одного черепа на склоне ледяной горы достаточно, чтобы утверждать, что 200 миллионов лет назад на этом материке шумел полноценный живой лес. Хищник – это чек, который выписывает целая экосистема. Теперь вернемся в наш меловой лес, к тому самому Керну. Здесь под деревьями ходят другие. Небольшие растительноядные динозавры, юркие размером с крупную собаку, они объедают папоротники и держатся стаями. Здесь бродит бронированный приземистый зверь с костяными пластинами по спине и шипами по бокам. Антарктопельта – дальняя родня анкилозавров. Живая ходячая крепость, которой в этом лесу почти нечего бояться. Здесь охотится другой хищник, и его коготь стоит отдельного разговора. На второй ноге у него сидит увеличенный, приподнятый над землей серповидный коготь. Точно такой же носили дромеозавры, знаменитые хищники, которых ты знаешь по фильмам. Его назвали имперобатор, что значит «могучий ходок», и он был крупным, около 2 метров ростом. Полярный родич велоцираптора, охотившийся в 4-месячной темноте. Как он в ней охотился – отдельная загадка. Скорее всего, у полярных динозавров были очень крупные глаза с широким зрачком, приспособленные ловить каждый фотон. У некоторых их родственников из северных полярных широт черепа именно такие. Тьма не была для них проблемой, тьма была для них рабочим временем. И в кронах, и над водой уже летают птицы, самые настоящие современного типа. Одна из них, ветовис, известна по находке с соседнего антарктического острова, и это одна из древнейших достоверных птиц современного типа вообще. У нее сохранился голосовой орган,
то есть мы знаем, что этот лес звучал. В полярной темноте между стволов араукарий кто-то подавал голос. Динозавры Антарктиды – это не единичная случайность и не сенсация. Это обычная фауна обычного теплого леса, которому просто не повезло с адресом. А потом динозавров не стало. Астероид, о котором мы говорили в другом фильме, стер их со всей планеты, и с Антарктиды тоже. И вот тут начинается самое неожиданное. Лес остался. Материк пережил гибель динозавров и продолжил зеленеть еще десятки миллионов лет. Наступил Эоцен, время, когда вся Земля была очень теплой. По антарктическим лесам ходили сумчатые, дальние родственники нынешних опоссумов, копытные звери, наземные птицы. По берегам стояли пальмы и деревья родом из тропиков. И в этом эоценовом мире на берегу Антарктиды появился тот, ради кого стоило досмотреть эту главу до конца. Пингвин ростом с тебя. На острове Сеймур нашли скелет, по которому восстановили птицу длиной около 2 метров и весом примерно 116 килограммов. Императорский пингвин, самый крупный из ныне живущих, дотягивает до метра с небольшим и весит около 40. То есть этот был вдвое выше и втрое тяжелее. Его зовут Палеодиптес клековски. Он нырял, он ловил рыбу, и он спокойно стоял на берегу материка, который в его время как раз начинал остывать. Он был одним из последних, кто видел Антарктиду еще живой. Прежде чем мы перейдем к развязке, надо ответить на честный вопрос. Откуда мы все это взяли? Как можно рассказывать про болото, папоротники и запах смолы там, где 4 километра льда и куда почти невозможно попасть? В Антарктиде почти нет обнажений. 98% материка закрыто ледяным щитом. Копать там, где копают везде, нельзя, потому что копать негде. Поэтому наука пошла кружным путем. Она стала искать не на суше, а под водой, у самого берега, там, где ледник когда-то сполз в море и обнажил древние слои. Именно так и работала та буровая установка. Она не бурила материк, она бурила морское дно рядом с ним и достала оттуда кусок берега, каким он был 90 миллионов лет назад. Дальше начинается работа, которая мне лично нравится больше всего. Из керна вымывают пыльцу. Пыльцевые зерна крошечные, но у каждого вида растений своя форма, свой узор оболочки, и по ним растения узнают так же надежно, как человека по отпечатку пальца. Насчитали 65 типов. Из них собрали список того, что здесь росло, а из списка вывели климат, потому что мы знаем, при каких температурах живут родственники этих растений сегодня. А в 2024 году в том же керне нашли то, чего в Антарктиде не находили никогда. В 5-сантиметровом прослое бурого угля лежали крошечные кусочки ископаемой смолы. Янтарь. Ему от 92 до 83 миллионов лет, и его назвали по месту находки – янтарь Пайн-Айленд. Чтобы ты понял, насколько это важно, янтарь находили на всех континентах Земли. На всех, кроме одного. Антарктида была последним белым пятном на этой карте. И теперь его нет. Круг замкнулся. Но интереснее другое. Смолу изучили под микроскопом и внутри увидели структуру, которую специалисты называют патологическим смолотечением. Это когда дерево заливает смолой собственную рану. Так хвойные защищаются, когда кору грызут насекомые или когда по лесу прошел огонь. Понимаешь, что это значит? Это не просто доказательство, что дерево там стояло. Это доказательство, что оно жило, что его кусали, что оно горело и залечивало себя. Одна капля смолы, вытекшая из раны 90 миллионов лет назад, пролежала под ледником и дождалась, чтобы нам об этом рассказать. Вот такой лес мы потеряли. Теперь давай выясним, кто его отнял. 34 миллиона лет назад в истории Земли происходит перелом, у которого есть точная граница в слоях пород. Это рубеж Эоцена и Олигоцена. До него планета жила в парниковом мире, где на полюсах не было постоянных льдов вообще. После него мир становится тем, в котором живем мы. Мир с ледяными шапками. И началось все именно здесь, на Антарктиде. За геологически ничтожный срок, за считанные сотни тысяч лет, материк, покрытый лесом, оделся в ледяной щит. Не постепенно, не за десятки миллионов лет, практически лавиной. Кто это сделал? Подозреваемый первый, полюс. Мы его уже отпустили. Материк стоял на том же месте и тогда, когда на нем цвел лес. Полюс невиновен. Подозреваемый второй, орбита.
Земля слегка меняет наклон оси и форму орбиты, и от этого меняется количество света, приходящего к полюсам. Циклы реальны, и они действительно подтолкнули процесс в нужный момент. Но эти же циклы крутились и раньше, миллионы лет, и никакого ледника не порождали. Спусковой крючок, а не причина. Тут важно понимать разницу, и она пригодится тебе не только в этом фильме. Спусковой крючок и причина – это разные вещи. Ружье стреляет не потому, что кто-то нажал на крючок, оно стреляет потому, что было заряжено. Нажатие лишь выбирает момент. Орбитальные циклы Земли нажимали на крючок сотни раз за сотни миллионов лет, и почти всегда впустую. Значит, к 34 миллионам лет назад планету кто-то зарядил. Подозреваемый третий, и он звучит убедительнее всех. Пролив Дрейка. Посмотри на карту. Когда-то Антарктида была частью огромного южного материка и держалась за Южную Америку и Австралию. Теплые океанские течения из тропиков доходили до нее и грели ее берега. А потом континенты разошлись, и между Антарктидой и Южной Америкой открылся широкий глубокий пролив. Вокруг материка замкнулось кольцевое течение, самое мощное течение планеты. Оно закрутилось вокруг Антарктиды и отрезало ее от теплой воды. Красивая версия. Материк, запертый в собственном течении, как в стеклянной банке. Долгое время именно так все и объясняли, и эта версия до сих пор кочует из учебника в учебник. Но у нее с самого начала была проблема, о которой не любят говорить. Даты не сходятся. Пролив Дрейка открывался долго и постепенно, и оценки его углубления разбросаны на десятки миллионов лет. А оледенение случилось резко, у него есть четкая линия в породах. Причина, которая размазана на 30 миллионов лет, плохо объясняет событие, которое уложилось в сотни тысяч. И когда эту картину наконец загнали в климатические модели и посчитали честно, получился неожиданный результат. Кольцевое течение действительно охладило материк. Только вклад этого события в общее похолодание оказался около 20%, 1/5. Пролив Дрейка не оправдан, но он всего лишь соучастник. А остальные 4/5 сделал кое-кто еще. Вернись к тому, что я просил запомнить в 3 главе. Лес не может жить в 4-месячной темноте при обычной атмосфере. Чтобы полярный лес существовал, воздух над ним должен быть другим. Модели показывают, какая именно атмосфера нужна, чтобы на 82 градусах южной широты держались 12 градусов тепла. Углекислого газа в ней должно быть от 1120 до 1680 частей на миллион. Для сравнения, перед началом промышленной эпохи на Земле было около 280. То есть в том меловом воздухе углекислого газа было в 4, а то и в 6 раз больше. Вот что держало лес на полюсе. Не место, одеяло. Углекислый газ работает как одеяло планеты. Он пропускает солнечный свет к поверхности, но задерживает тепло, которое поверхность отдает обратно. Чем плотнее одеяло, тем меньше тепла уходит наружу. И пока это одеяло было толстым, полярная ночь не имела значения. Тепло, накопленное за долгий полярный день, просто не успевало улететь в космос за зиму. Лес выживал не потому, что ему хватало света. Он выживал потому, что ему хватало тепла. А потом одеяло стало тоньше. Углекислый газ уходил из атмосферы десятки миллионов лет, медленно и неуклонно. Его вытягивало разрушение горных пород, тот самый процесс, который ускорился, когда поднялись новые горы и когда изменились течения. Именно здесь пролив Дрейка и делает свою 5-ю часть работы, не напрямую, а через химию. И вот воздух подходит к отметке около 750 частей на миллион. Дальше происходит то, ради чего мы весь фильм и шли. Система срывается. Пока углекислого газа чуть больше порога, ничего особенного не видно. Летом на антарктических горах немного дольше лежит снег. Вот и все. Но снег белый. Он отражает солнечный свет обратно в космос, вместо того, чтобы поглощать его. Значит, там, где лег снег, становится еще холоднее. Значит, на следующий год снега ложится чуть больше. Значит, еще холоднее. Пятна снега сливаются, ползут с гор вниз, к морю. Ледники в долинах смыкаются в один щит. И континент захлопывается. Представь себе последнее лето того леса. Год ничем не отличается от предыдущего. Те же реки, те же папоротники, тот же теплый дождь. Просто в этот раз снег на дальних вершинах не сошел до конца. Никто этого не заметил.
Никто и не мог заметить, потому что для человеческого зрения это не событие, это ничто. А для планеты это уже переключенный рубильник. На берегу стоит наш 2-метровый пингвин. Вода холоднее, чем была во времена его прадедов, но ему это скорее нравится. Он птица холодной воды, ему в ней хорошо. Он и понятия не имеет, что стоит на границе 2 миров и что мир за его спиной сейчас закончится. Через несколько сотен тысяч лет здесь будет лежать лед толщиной в километры. Он раздавит почву, он сотрет реки, он запечатает все, что здесь было. И останется только то, что успело уйти под воду и лечь на дно, чтобы через 34 миллиона лет попасть в стальную трубу. Антарктиду заморозил не полюс, ее заморозил воздух. Только не думай, что все закончилось в один день. Планета не работает щелчком, и здесь тоже щелчка не было. Лед взял континент, но взял не сразу и не весь. Еще миллионы лет по краям щита оставались клочки живого. И держались там не самые могучие деревья, а самые упрямые. Южный бук, Нотофагус. Дерево, чьи родственники и сегодня растут в Чили, Новой Зеландии и на огненной земле. В трансантарктических горах, в породах которым несколько миллионов лет, нашли его останки. И вот как он выглядел в конце. Это уже не дерево в привычном смысле, это карлик. Он не тянется вверх, он растет лежа, распластав ветви прямо по земле, чтобы прятаться от ветра за собственным телом и ловить то немногое тепло, что отдает грунт летом. Листья он сбрасывает. Годичные кольца у него такой толщины, что их приходится считать под микроскопом. По кольцам видно, что это взрослые растения, прожившие долгую жизнь. Просто вся эта жизнь прошла в режиме экономии. Пыльца южного бука встречается в антарктических слоях возрастом примерно от 5 до 3 миллионов лет назад. По меркам истории Земли это вчера. Когда наши предки в Африке уже вставали на 2 ноги и брали в руки первые камни, на краю ледяной Антарктиды все еще цеплялась за жизнь роща лежачих буков. Их не сожгли и не срубили. Никакой катастрофы не было, просто одеяло стало слишком тонким, и мир вокруг них медленно остывал, а они не уходили. Они уменьшались, пригибались к земле, замедляли рост и держались до последнего. Последний лес Антарктиды умер лежа. И вот что осталось от того мира сегодня. В 2023 году под щитом Восточной Антарктиды, просвечивая лед радаром и сравнивая данные со спутников, ученые увидели то, чего никто не ожидал. Подо льдом лежит ландшафт. Долины, хребты, русла рек, вырезанные текущей водой. Область размером примерно 300 километров в поперечнике, и она почти не тронута. Лед лег сверху и законсервировал ее на 34 миллиона лет. Это значит, что берег того леса все еще там. Реки, по берегам которых ходил крелофозавр, и падала на землю та самая капля смолы, никуда не делись. Они просто накрыты сверху, как мебель простыней в закрытом доме. И вот главная мысль этого фильма, и она неудобная. Мы привыкли думать, что климат – это география, что есть жаркие места и есть холодные, и так устроено навсегда. Антарктида показывает, что это не так. Она 90 миллионов лет простояла на самом полюсе, в самой невыгодной точке планеты, какая только бывает, и все это время была теплой и живой. Ее погубило не то, где она находится, ее погубило то, чем она дышит. Планету делает пригодной для жизни не адрес. Ее делает пригодной для жизни тонкий слой воздуха, который ты сейчас вдыхаешь и не замечаешь. Напиши в комментариях, что удивило тебя сильнее. Что на Южном полюсе рос дождевой лес с динозаврами, или что последние деревья Антарктиды росли лежа на земле. Нам очень интересно прочитать твой ответ. А теперь смотри, что мы с тобой только что запустили. Тот лед, который родился в Антарктиде 34 миллиона лет назад, никуда не делся. Он остудил всю планету и открыл эпоху, в которой мы живем до сих пор. Эпоху ледяных шапок и ледниковых периодов. И в этом остывшем суровом мире появился зверь, который был к нему приспособлен лучше, чем мы. Крупнее нас, сильнее нас, с мозгом больше нашего. Он жил во льдах десятки тысяч лет, а потом исчез. Мы все еще носим часть его в себе. В следующем фильме мы разберемся, кем на самом деле были неандертальцы. Он выйдет уже на этой неделе. Это были забытые эпохи. Подпишись, чтобы узнать правду о нашей вымершей родне.